Так, Виктория, Да, вы уже начали? я уже начала. Нужна ваша помощь. Ах, Не ах, вставляем сейчас ингредиенты, добавлю. это что такое-то? Что это такое вкусное? Это творожный сыр. Я хочу вам сегодня показать еще один очень простой десерт, который подают в мишленовских ресторанах. И я думаю, что люди когда... Мишленовских? Конечно, даже в московских мишленовских ресторанах подают этот десерт. И я думаю, что многим кажется, что он очень сложен в исполнении. Это бакский чизкейк. Сейчас, кстати, на него особая мода. Его особенность в том, что сверху он имеет очень такую коричневую корочку. И многие гости думают, что это сгорел. Люди иногда говорят, ну что вы мне так поставили на стол, тут у вас корочка горела. А в этом-то и есть его фишка. Он тоже готовится очень просто. И в домашних условиях мы его приготовим сейчас. И я думаю, что дома вы повторите. Польем его прекрасным соусом. Что сюда? Сюда мы добавляем 1 килограмм творожного сыра. Это простой творожный сыр, который можно купить в магазине. Творожный сыр. Творожный сыр. То Вы есть когда-нибудь встречали такое в магазинах? Конечно. Что, прям вот пятерочки продают? Прям пятерочки продают, конечно. Пятерочки продают. Продают. На рынке продают в больших банках. А его очень часто используют в японской кухне, когда делают суши. Добавляем творожный сыр. И здесь знаете, что самое важное? Как всегда, есть одно но. Все продукты должны быть теплые. Вот здесь это тоже важно. Вот для того, чтобы взбить белок, должно быть все холодное. А здесь творожный сыр должен быть теплый, тогда он лучше соединится с сахаром, взобьется, перемешается. Ну вот это сахар. Это что, это желтки? Нет, это мы подготовили 7 яиц. Просто разбили их, пробили для того, чтобы они Размешали, лучше разболтали. Разболтали, да. Да, смешали, но не взбивали. Не А взбивали. вот это что такое? Что это такое? А это у нас белое, нежное. сливки. 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 Куда же мы без сливок? В кондитерском деле никуда без сливок. Добавляем сразу сахар. А сколько здесь сахара? 300 грамм. На килограмм творожного сыра мы добавляем 300 грамм сахара. Десерт чизкейк не будет очень сладкий. То есть это, опять же, про десерт, который в меру. А сливок у нас здесь... Пол-литра. Да нет, 800 миллилитров. Ну, их немножко... Я слышал работу блендера. Что здесь сделали с этими сливками? Сливки? Правду говорите мне. В сливки добавили 50 грамм крахмала кукурузного. Ну, простого картофельного или кукурузного, любого крахмала. Для чего это сделали? Для того, чтобы была очень хорошая консистенция. Чтобы... Сливки добавили крахмал и вот так вот блендером, и было 500 миллилитров этих сливок. Я видел пачку. Вдруг стало 700. И стало 700. Да. Что нужно сделать? Здесь самое главное просто соединить все ингредиенты. Ничего мы не взбиваем. Пардон, здесь надо было лопатку поставить. Ну, есть у меня лопатка. Какая Есть проблема? у вас лопатка? Кто не смотрел прошлый наш выпуск, Виктория была сначала работала на нормальной работе. Да, с государственным социальным пакетом. Газом торговала. Да. Миллиард рублей сюда, миллиард рублей туда, потом здесь там доллары, это вот все. Ну, бухгалтерия работала. Все нормально, все успешно. И потом взяла и открыла просто лучшую, на мой взгляд, кондитерскую в Москве и в Московской области. Ну, давайте я не буду спорить ни с кем. Может быть, где-нибудь есть лучше, но я никуда не пойду. Я никуда не пойду, никуда не поеду, не стану себе искать лучше, потому что мне очень нравится все то, что готовится в кондитерской у Виктории. Может быть, где-то и есть эти кондитерские, которые еще лучше, чем у Виктории, которая называется «Ягодное облако», расположено в Мытищи. И любой навигатор, ему только скажешь «Ягодное облако», он прям привозит туда, к этой самой кондитерской. Может быть, где-то и есть лучше, но я никуда больше не пойду, потому что ребят, я не весь мир объездил, а половину мира. И будьте уверены, перепробовал кондитерские изделия в лучших ресторанах мира. В реально лучших ресторанах мира. И я не помню, что где-нибудь было так вкусно, как у Виктории. Спасибо, мне очень приятно. Среди песков и скал в пустыне верблюжья колючка и надписи на древних языках. О, путник! Среди безжизненных скал найдешь ты расщелину,
Входи в нее смело. Там ждет прохлада. В глубине расщелины таинственный сад. В саду между скал под сенью деревьев найдешь бутылку зеленую и надпись «Тассай». Открывая ее смело. Вода в ней прекрасна. Утоли свою жажду. Напейся водой из предгорий Тяньшаня. Вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Ну что, а тем временем творожный сыр с сахаром у нас смешивается. А вот это вот не смешивается. А мы сейчас Это недостаток этого. добавим миксера. туда жидкости, и я думаю, что И всё оно смешается, всё да? смешается, да? Ну, что за жидкость? Это Значит, яйца, которые мы перемешали, 300 грамм. Потихоньку добавляем. Подождите, сколько штук? Что значит 300 грамм яиц? 6-7 яиц. 6-7 В зависимости яиц. от того, какие яйца вы хотите. В профессиональных кондитерских делах там можно набить там яиц, не знаю, там штук 50, да, и потом оттуда Да, мы, отмерять по иногда, 300 мы грамм, очень да? часто покупаем готовые яйца, уже взбитые, пробитые. Хочешь желтки отдельно, хочешь белки Хочешь отдельно. белки отдельно, У вас ведь, да. наверное, ничего не остается, ни белков, ни желтков. Потому У что нас всё время, ничего когда не остается. чего я только не готовлю, и сразу начинаются вопросы, а вот куда потом деть белки, Всё а верно. куда потом дену желтки, а вот мы яйца варили, куда теперь деть этот бульон? Мы, например, когда используем желтки, у нас остается очень большое количество белков, конечно, мы готовим макаронс, потому что для них нужны только белки. Если у нас остается много желтков, а не хватает белков, то, например, из желтков мы варим французский крем-патиссье. Макароны имеется в виду вот не вот эти Не в смысле макароны, которые в виде макаронс, шланга. да. Макаронс это десерт такой, да? Один из самых капризных десертов, самых сложных. Ну, у вас он получается. Мы его просто одолели, феерически. да, но не сразу. Просто шикарно. Его пальцами, его трудно взять руками. Он раз и мнется. Ну, потому что он Чуть-чуть мягкий. только нажмешь, сильнее все. Вот это, значит, сливки с крахмалом. Их тоже сюда? Да, можем добавлять. Виктория, вот в данном случае скорость вращения блендера. Нет, здесь не Миксера. важно. Нам самое главное, чтобы все смешалось. Я сейчас, наверное, остановлю его и подсмешаю то, что снизу не захватывает, для того, чтобы у нас была хорошая, ровная, стабильная масса без комочков. Равномерно распределенная. Да. Да? Ну и здесь тоже есть один секрет. Для того, чтобы... И у меня тоже есть один секрет. Так вот, Да, мы тоже так иногда делаем. Для того, чтобы придать особый вкус чизкейку, мы добавляем туда ваниль. Ваниль – это, конечно, волшебный ингредиент. Он иногда творит чудеса. Это как лайм. Добавив ванили, вы получите совершенно другой вкус. Это будет, не знаю, отсыл к какому-то пломбиру, к чему-то такому очень подождите, вкусному. дайте справиться с комками. Остановить можно? Ребята, так не делайте никогда. Соблюдайте технику безопасности. Остановить. Так, аккуратно сюда. Остановить. Вот лезу, куда меня не просят. Мы Понимаете? сейчас возьмем лопаточку и все сделаем. Всё Ну, берем. на стенках вот эта творожная масса, творожный сыр он густой, но он на стенке налип. Да, нам главное, чтобы все Лопатка не перемешалось. проходит же вплотную вот со стенкой. Но у меня есть другой миксер, в котором лопатка проходит прямо по стенке. Ну, сегодня мы. Но за ним далеко идти. Сюда добавляем ваниль. Мы используем ванильную пасту, но сейчас в магазине можно купить и стручок ванили. Сюда его добавить. Хочу спросить, стручок ванили. Его как? Вот порезать ножницами, покрошить, как его Нет, добавлять? стручок ванили разрезается вдоль всего стручка, переворачивается. Из внутренней части ножом счищаются те самые драгоценные Вот эти черные мелкие точки, то, что точечки, называется да. ванильная икра. Эта паста тоже абсолютно натуральная. Почему мы ее используем? Потому что она доступна. Я вам дам чайную ложечку. Надо? Давайте. Да? А вот ножичком. Ну, в принципе, я могу и налить, так, на глаз. Я Налить? примерно А знаю. это жидкое? Да, она жидкая. Подождите, но им ничего не видно. Смотрите. Это такая жидкая с ванильными точками Так, паста. много? Как много. Конечно, потом все будет вкусно. Как много добавляем, не жалеем, потому что все-таки ваниль придает особый вкус десерту. А вот не все любят ванилин.
Ну, ванилин это все-таки не такой натуральный продукт. Мы ванилином в кондитерской совсем не пользуемся, от слова совсем. Мы пользуемся только пастой, натуральной. Товарищи, бывает ванилин, а бывает ваниль. Ваниль добывается вот из стручков, от стручки вот это и есть ваниль, да? И здесь это называется ванильная паста. То есть это из натуральной ванили добыто. И на самом деле натуральная ваниль пахнет божественно. Божественно, это правда. А вот ванилин, ну, пахнет дешево. Да? Вот может так голову обсыпать, если от кого неприятно пахнет, вот на это сойдет. Или тараканов травить. Так, как только сейчас мы уже увидим абсолютно ровную консистенцию без комочков, мы добавим сюда немного лимонного сока. Это 2 столовые ложки. Для чего? Для того, чтобы ну, такой был немножко лимонный вкус и нивелировать сахар. Знаете, вот без ванили тоже еще вкусно, я пробую. Да, ну здесь очень вкусные ингредиенты, в принципе, можно и так есть. Сейчас, когда мы закончим приготовление... А вот сырые яйца, ну, ничего? Мы будем его запекать. Ну, ничего. А вы будете запекать это? Конечно. Все это мы отправим в духовку на 30 минут при очень высокой температуре. Появится очень красивая, такая прям подгорелая корочка чизкейка. Этим он и славится. Потом мы разрежем, оформим его и будем наслаждаться. Я не могу остановиться. Это Все, вкусно. смотрите, у нас уже практически абсолютно красивая ровная масса. Добавляем сюда лимонный сок. Все очень просто, практически чистые руки у нас, да? Я люблю такие десерты, когда даже... У меня чистые пальцы, я их облизал. Вкусная же у вас работа. Вот это вот то, что называется пальчики оближешь. Пальчики оближешь. Настоящая работа для женщин. Создавать красоту. Да ладно радовать. рассказывать, женщины. Самые лучшие кондитеры в мире кто? Мужчины. Но Это правда. Самый лучший кондитер города Мытищи – это Виктория. Спасибо И те волшебницы девушки, которые у вас там работают. Да, Послушайте, это правда. все рестораторы жалуются, персонал, проблемы с персоналом, персонала нет, нигде найти невозможно квалифицированных работников. Это правда. Сейчас очень большая проблема с персоналом. Очень сложно найти высококвалифицированного специалиста, который оценивал бы себя адекватно. Потому что в последнее время я сталкиваюсь с тем, что приходят люди на работу, и они совершенно... Звезды? Звезды. Это правда, вы правда сказали. Они очень много проработали, у них небольшой опыт, они как бы по большому счету не очень много что умеют, но при этом они считают, что за их труд они должны зарабатывать какие-то безумные деньги. А так как у меня все-таки бизнес, и я должна зарабатывать и обеспечивать своих сотрудников заработной платой, и платить налоги, и покупать дорогие продукты, то для меня это очень важно, чтобы заработная плата человека была адекватная. Понятно, что она Что должна такое быть... адекватная зарплата? Вот сегодня, вот Подмосковье, не самый бедный город Мытищи. Сколько получают кондитеры? Ну, где-то чистыми 65-70 тысяч рублей в месяц. Это, я считаю, как бы нормально. Они вот При это, графике 2:2. они вот это все, вот эти круассаны, вот эти все вот едят на работе? Ой, вы знаете, мы так много этого делаем, что иногда даже и не едим, потому что уже наелись. Конечно, мы пробуем, это обязательно. Когда мы делаем какую-то партию пирожных, обязательно пробуем. Когда мы печем круассаны, обязательно один круассан разрезается, чтобы посмотреть, все ли идеально внутри. Это очень важно. Ладно, Ну, я к вам буду приходить подрабатывать. Дегустатором, да. Но сказать, что мы едим прям много десертов, ну, конечно, нет. Мы их делаем в большом количестве, но я не могу сказать, что мы их много едим. Все, смотрите, мы закончили соединение нашей массы. Она Чувствую, получилась. куда ее? А сейчас мы ее выльем в форму, которую мы заранее подготовили, и поставим в духовку. Да. Смотрите, я подготовила форму в домашнем. Здесь, конечно, кольцо. Не у всех дома есть такое кольцо, которое мы... Подождите, можно я посмотрю? Да. Погодите. Вот же кольцо у вас. Мы просто поставили сюда второе кольцо, чтобы если вдруг оно поддерживало бумагу и масса не вытекла. Просто это для поддержания. В принципе, если у вас высокая форма, можно просто застелить ее пергаментом
и вылить туда творожную массу. А я было подумал, что вот это будет что-то типа термоса, что посуда с боков не подгорела. Нет? Нет? Просто сделали так для того, чтобы, если вдруг наша масса поднимется, а она должна подняться немного, То чтобы есть она вот эту массу, творожная масса со сливками, Да. с сахаром и с яйцами. с лимонным соком, с ванилью, мы выливаем сюда, в эту форму, и в этой же форме мы будем запекать при температуре 200 градусов 30 минут. До Как скажете. хорошего. Посмотрите, какая прекрасная масса. Виктория, можно от имени наших зрителей Конечно. задам вам один не самый приятный вопрос? Я люблю неприятные Ну, вопросы. что это вы за кондитер такой? Вот надо перчатки было одеть вот на голову, вот этот чепчик там, чтобы волосы там. И вот покажите вот ваши красивые руки. Нет, не мне, покажите, вы им покажите. Вот это это за вот это кольца что тут? это такое? Что это за кольца такие на руках? Это? Ну, во-первых, сегодня снимаем мы прекрасные и встреча с вами, да, такая прекрасная. Ну, я тоже хочу выглядеть красиво. Что же будут в шапочке, в перчатках, в какой-то форме. Сегодня передачу мы снимаем, конечно, когда мы работаем в цеху. Никаких колец на руках нет. Конечно, это головной убор, это очень важно. По поводу перчаток, очень прям я эту тему обожаю. Когда девочки, например, выпекают бисквит или катают круассаны, или используют, например, печку горячую, ну какие здесь могут быть перчатки? Это ожог сразу. И потом, честно сказать, когда человек работает без перчаток, он руки свои 20 раз помоет. А перчатки нужны только тогда, когда вы декорируете десерт, либо когда вы какое-то блюдо... Смотрите, как много осталось. Нет, это что это за... Ну, что куда за это все? Что это за расточительство Засорять такое? канализацию, что ли, вот этим всем? Нет, я не позволю. Вот, смотрите. Знаете, я заходил только в вашу кондитерскую, только вот там, где все продается, и где люди едят. И там, конечно, чистота идеальная, запах очень приятный. Я никогда не был у вас В цеху. в цеху на производстве, там, где все это печется. Вот. Расскажите, пожалуйста, о принципах, как вы контролируете, не знаю, стерильность, чистоту, что Ну, это, во-первых, как это? вечером, после того, как заканчивается рабочий день, все поверхности обрабатываются, девочки моют за собой все идеально. У нас есть специальные дезинфицирующие средства. Мы все Каждый обрабатываем, все убираем. Каждый день, конечно. На ночь мы включаем обязательно дезинфицирующую лампу. А не вот так вот, как я? Вот так вот в кондитерской на производстве совершенно нельзя делать. Дома, конечно, мы можем что-нибудь тут, а в кондитерской нет. Конечно, в головных уборах обязательно. Это очень важно для того, чтобы ничего не попало. Вот. У каждого сотрудника есть свой стол, есть дезинфицирующее средство, есть тряпки одноразовые, которые после окончания смены все выбрасывается. Теперь творожную массу мы ставим в печь на 30 минут, температура 200 градусов. Пошли. Ставим в печь. На какое время? 30 минут, И температура? 200 градусов. Дорогие друзья, впереди Новый год и приятные хлопоты. Но даже от приятных хлопот я готов вас избавить. Посмотрите, в моем магазине stalik.ru продается целых 8 больших кулинарных книг. Есть еще и 5 маленьких, но дело не в этом. Когда вы возьмете в руки эти книги, раскроете их, вы поймете, что цена за эти книги очень недорогая. Кроме того, в нашем магазине, в связи с тем, что Новый год скоро, постоянно проходят какие-то акции. Например, можно купить 2 книжки и получить 3-ю книгу в подарок. Например, можно купить 3 другие книги и получить серьезную скидку. За 4 книжки скидка еще больше, а за 5 или 6 скидка просто огромная. Понимаете, делаете всего лишь навсего один заказ, в скором времени получаете одну очень хорошо, очень качественно упакованную посылку, и у всех ваших родных, близких и друзей уже есть подарки. Да еще какие шикарные! Разве это просто кулинарные книги? Это настоящее счастье. Посмотрите, какие подробнейшие рецепты, посмотрите, какие великолепные иллюстрации. Честное слово, я очень старался, когда писал эти книги, и уверен, что они доставят вам очень много счастья и удовольствия.
заходите на мой сайт stalik.ru и заказывайте. Если у вас будут какие-то сомнения, вам обязательно помогут. Ох, А он дрожит так вот, он жидкий. Да, Он что он с ним должен- делать теперь, чтобы... он должен дрожать вот так. Ну его же не разрезать. Вот разрежешь, он потечет. Здесь есть тоже один секрет. До завтрашнего утра он должен отдохнуть. Он отдохнет, стабилизируется, наберет силу, и только после этого его можно будет резать и есть. Ну что, пойдемте пить чай, смотреть кино, ждать завтрашнего Ждать утра. завтрашнего утра. Смотрите, какая красота. А вот то, что я там накапал, вот эти вот капельки, Так они и остались. и они как будто цветочек. Посмотрите, шикарно. То, что нужно. 12 часов ждать. 12 часов ждать. За это время я 4 раза плов приготовил. бы. Зато какой результат. Вот и Доброе наш утро. чизкейк. Доброе утро. Посмотрите, И как какая теперь это кольцо металлическое? Ой, ну это все очень просто. Снимаем кольцо. А вот эти... А вот это вот смотрите, сейчас так. Ох, красавец какой. Мы сейчас все отгибаем. Посмотрите. какая Давайте все по красота. порядку, давайте со самого начала. Мне все перепуталось. Шоколад откуда взялся? Это не шоколад. Что это? Это хрустящая корочка бакского чизкейка, знаменитого. Режьте мне кусок быстро. Быстренько отрежьте мне кусочек маленький. Ё-моё. Тянем, потянем. Молодец. О, какая красота. Красота, реальная красота. Посмотрите, какой нежный, какой красивый. А чего его на бок? А вот так мы сейчас Я будем вот его... теперь на него вот так надо смотреть, что ли? Да. Сейчас мы его засервируем, зальем любимым вареньем. Это черничное. Вот такой. Любой соус. А оно у вас какое-то пробитое, какое-то однородное? Почему Да. оно такое гладенькое у вас? Можем мы, кондитеры, умеем мы, кондитеры, делать... вот Рассказывайте. Здесь вы не кондитер, здесь вы учитель. Здесь вы делитесь Просто мы своим пробили богатым блендером. жизненным опытом. Пробили С нашими блендером. дорогими подписчиками, которые вас сейчас облайкают. Они будут спрашивать, где, если вы в социальных сетях. Сегодня, если у вас нет в социальных сетях, считать, что вас вообще не существует. Конечно, Знаете- мы представлены в социальных сетях. Как У нас вас найти? Во-первых, у нас есть сайт яоблако.ру называется. Там представлен... Яоблако.ру. Яоблако.ру. Если по-русски написать, интересно. А я Это по-русски. Да? Да. Яоблако.рф. Вот. У нас есть... Про Инстаграм можем говорить? Запрещенная сеть. Мы в ней тоже Да, представлены. как сказать, у нас есть запрещенная Да, в сеть. запрещенной сети мы тоже представлены. Ой, эти запрещенные сети, кому они нужны, господи боже мой. Да, на самом деле раньше запрещенная сеть работала очень хорошо, а сейчас не очень хорошо. Вот. Смотрите. Дорогая Виктория, Приятного вам аппетита, наслаждайтесь. дорогая Виктория, наши социальные сети, Одноклассники, группа ВКонтакте, в конце концов канал на Ютубе, А как же никем не запрещены. Потому что мы говорим только о самом лучшем, Да. а только о самом хорошем. Мы говорим вам с Новым годом, дорогие друзья. С Новым И годом. да, и еще желаем Пусть ваш год будет вкусным. вот такой. Вот такой вкусный. Вот такой. Чтобы ни малейшей пригорелости, чтобы все получалось. Ладно? Так. Приятного вам аппетита.